Всем привет, это «Хроники войны» с Татьяной Поповой. Сегодня мы уже в четвертый раз говорим с Юрием Георгиевичем Фельштинским об истории НКВД, ФСБ, КГБ, с доктором исторических наук, доктором философии по истории, автором книг «ФСБ взрывает Россию», от красного террора к мафиозному государству и многих других. И сегодня мы уже поговорим о современной России, о роли КГБ и ФСБ в современной России. Ну и начнем, конечно, если Юрий Георгиевич согласится, с Путина, что с ним происходило после того, как он стал свидетелем вот этого падения Берлинской стены, да, и, видимо, пережил какой-то опыт, с которым он, наверное, сейчас и пытается бороться. Добрый день, Юрий Георгиевич. Добрый день, здравствуйте. Во-первых, я бы, конечно, не переоценивал хрупкость нервной системы Путина и не считал бы, что то, что происходит сейчас, это последствия его тяжелого детства, времен его службы в Дрездене, когда он руководил советско-немецким обществом, дружбой и что-то в этом роде. Да, значит, Путин, как и, собственно, все офицеры КГБ, которые были посланы служить за границей, да, служили там под прикрытием. Да, то есть формально у них были какие-то гражданские безобидные должности. Вот безобидной должностью Путина, который служил в госбезопасности, было руководство обществом советско-германской дружбы. Извините, Кэтрин Белтон у себя в книге пишет, что как раз в Дрездене была, база фракции Красной Армии, которая взорвала главу, по-моему, Deutsche Банка, еще каких-то западных больших политиков и бизнесменов. И якобы у них была база как раз в Дрездене, и, вероятно, она так считает в своей книге о Путине, Putin's People, которую Навальный, кстати, показывает. Вот она говорит о том, что, вероятно, он, возможно, курировал в том числе фракцию Красной Армии. Это теоретически возможно, потому что Восточная Германия, поскольку, с одной стороны, она была тем не менее, частью раньше Германии, да, с другой стороны, была таким первым эшелоном, да, на пути к Западу. Восточная Германия действительно играла серьезную очень роль в деятельности советской разведки за рубежом. Да? И в этом плане служба, скажем так, в Восточной Германии была, наверное, более серьезной, да, с точки зрения задач разведки, чем служба в Польше, в Чехии, в Чехословакии, да, где тоже, естественно, работали офицеры КГБ, да, куда они тоже засылались. Поэтому, да, Восточная Германия была важной для Советского Союза с точки зрения разведки территории, и еще со сталинских времен это началось, и тот же самый генерал Евгений Петовранов служил именно в Восточной Германии, и знаменитая Штази – это разведка именно Восточной Германии, да, поэтому, да, Восточную Германию не стоит недооценивать в этом плане. Но когда уже рухнул Советский Союз, да, вернее так, когда он начинал рушиться с 1989 года, уж тем более на рубеже 1991 года, очень многие, и, может быть, даже почти все офицеры госбезопасности были отозваны из Восточной Европы, потому что находиться там им было уже небезопасно. И разведывательных задач реально они уже выполнять не могли, всем было не до этого, потому что нужно было разбираться с тем, что происходит в Советском Союзе. И, собственно, тогда, я думаю, определилось два крыла госбезопасности. Было сформировано на случай удачной победы, скажем так, группы Владимира Крючкова, да, то есть одно крыло было сформировано на тот случай, если бы переворот удался, и тогда, допустим, к власти пришел бы Владимир Крючков, и, собственно, КГБ
осталась бы у власти, сохранила бы Советский Союз и так далее, да, так как это виделось тем людям, которые организовывали ГКЧП. Второе крыло было сформировано на случай провала переворота Крючкова. И это тоже как то, что произошло. Значит, о том, что это как бы крыло было сформировано, у нас есть доказательства. Вот тому, что это реально было, как сказать, организовано именно так, да, этому есть доказательства. Например, на известной фотографии, киноленте Ельцина, выступающего на танке перед сторонниками революции, демократической революции в России, да, на этом же танке стоят уже 2 человека вместе с ним. Это первый день демократической революции, 18 августа 1991 года. Александр Коржаков, который, как мы знаем, всего лишь через 5 лет, на самом деле меньше, предпринят попытку государственного переворота, и Виктор Золотов, будущий начальник охраны Путина и руководитель Росгвардии. Да? То есть вот уже в первый день демократической революции в России на самом деле у КГБ были вполне серьезные позиции, да, вокруг Ельцина. В этот же день Собчак произносит в Петербурге, в Санкт-Петербурге, да, свою речь, опять же, обращенную к народу, да, это, подчеркиваю, первый день демократической революции, и за его спиной тоже стоит человек, и этот человек Владимир Путин. Вот понимаете, демократическая революция как бы только вроде бы началась, и вроде бы она даже победила, практически бескровно. А на самом деле фигурки на шахматной доске уже расставлены таким образом, что за всеми демократами стоит как бы серьезный высокопоставленный ГБшник. Начальником личной охраны Егора Гайдара, первого демократического премьер-министра России, был будущий убийца Литвиненко Андрей Луговой. Да? Вот, а потом, после того, как Гайдар ушел в отставку, Луговой был поставлен начальником охраны службы безопасности Первого канала российского телевидения, который, в общем-то, да, он, кстати, был поставлен, получается, КГБ, ФСБ, или все-таки это Березовский его поставил? Да нет, наоборот, он, собственно, стал начальником охраны Березовского именно потому, что Березовский был одним из акционеров ОРТ, и, соответственно, Луговой стал одновременно еще и начальником охраны и Березовского, и Бадри Патакцишвили. А начальник охраны, я просто хочу... Это человек, который все знает, все контакты, это все. Человек, совершенно верно. Это человек, который все знает. Человек, который все знает, знает о всех контактах, знает, кто когда с кем встречается, очень часто знает, кто о чем с кем говорит, да, и на самом деле имеет даже как бы инструменты предотвращать ту и другую встречу, если в этом есть необходимость. Ну да, и отравить заодно может. Что полонием, что новичком, да. Как мы знаем, и отравить заодно может. И я помню, как Николай Мельниченко, да, Микола Мельниченко, бывший охранник Кучмы, рассказывал мне, как он, собственно, легко не пускал к Кучме тех людей, которых он не хотел пускать. Да? Поэтому у начальника охраны очень большие возможности. А Мельниченко даже не был начальником охраны Кучмы. Поэтому абсолютно во всех структурах, если не на первых, то на вторых должностях стояли высшие офицеры госбезопасности. Это, кстати, одна из вещей, которая меня очень сильно потрясла в вашей книге, когда вы начинаете перечислять агентов КГБ, ФСБ. Я была, честно говоря, в шоке, потому что там от Юмашева до Листьева, как выяснилось.
Я даже не знала, Ну, что они настолько всеобъемлющие имеют эти... это как бы еще самые безобидные варианты, хотя Ельцин, что очень важно, как бы контролировался с двух сторон. Да? Он контролировался Коржаковым по линии госбезопасности, ну, как сказать, по линии охраны, и контролировался Юмашевым, который был представлен к нему как его биограф. И, кстати говоря, как показано в фильме «Певчик», да, он был вхож в его семью, и мало того, что он был вхож в его семью, в конце концов он женился на дочери Ельцина, да, и я уверен, что это искренняя любовь, но тем не менее, да, согласитесь, вот как бы с первых дней еще Ельцин не был Ельциным, а к нему уже были представлены и Коржаков, и Юмашев. Да? Поэтому Ельцин контролировался госбезопасностью целиком и полностью. Вернее так, не контролировался не в том случае, что выполнял указания госбезопасности, а в том случае, что они были в курсе абсолютно всего, что происходит у Ельцина и на работе, и дома. Да? Гусинский контролировался Бабковым. К Ходорковскому был внедрен генерал Кандауров и так далее. Да? То есть во все крупные деловые структуры были внедрены высшего ранга офицеры госбезопасности. И через это госбезопасность контролировала ситуацию в Москве. Опять же, олигархи, и я на эту тему со многими говорил, искренне считали, что все эти люди из госбезопасности ими перевербованы, их интересуют только деньги, они работают у них за деньги, и поэтому как бы, то, что они когда-то работали в КГБ, не имеет никакого значения. Как казалось, имеет. Как казалось, имеет, как казалось, никто их не перевербовал. Да? Вот я могу назвать одного человека, который был, да, действительно перевербован олигархом и стал работать на своего как бы нанимателя и, да, разорвал с госбезопасностью. Александр Литвиненко. Совершенно верно. И мы знаем, чем это кончилось. Да? Поэтому у нас есть очень как бы хорошая такая лакмусовая бумажка по проверке того, кого действительно перевербовала как бы, новая капиталистическая система России, да? а кого и нет. Да? И, безусловно, количество перевербованных офицеров госбезопасности, ну, я думаю, по пальцам одной руки можно пересчитать. Их очень-очень-очень мало, и те, кого перевербовали, они, да, вот сидят в тюрьме сейчас. Ну, или уже даже и в тюрьме не сидят. А остальные работали прежде всего на систему, безусловно, и в момент, когда раздался свисток, а он раздался как бы в день, когда Путин стал президентом, да, собственно, все вот эти вот люди как бы скинули свои маск-халаты и встали во весь рост, как офицеры госбезопасности, которые были внедрены в вражеские структуры. А эта система внедрения офицеров госбезопасности во вражеские структуры, она имеет свое название, она называется офицеры действующего резерва. Да? И этих людей десятки тысяч. Да? Это те люди, которые постепенно в период самое позднее, после 91 года, может быть, даже чуть раньше, да, внедрялись в мирный сектор, в мирный сначала советский, потом российский сектор, да, для того, чтобы вот через это по такому мафиозному принципу, да, тайной поддержки друг друга, захватывать контроль над государством, над учреждениями в государстве, над бизнесами в государстве, над телевидением, над газетами, да, над банками, да, над всем, что мы можем только придумать. И если вы сейчас, как бы, ну сейчас уже 25 лет прошло, но если даже там в 2000 году, да, можно было бы
посмотреть списки сотрудников абсолютно любой структуры, в каждой из них, да, в каждой из них, вот подчеркиваю, в тот период, если не на первых ролях, то на вторых. Да, вот если не президент банка, да, то вице-президент банка. Да, безусловно, да, будет из КГБ. Но сейчас ситуация, как говорится, изменилась. Сейчас они уже все на первых ролях в основном. Да? То есть даже и вторая роль их не устраивает чаще всего. Да? Оставлено там по традиции, оставлено несколько бывших олигархов, там, типа Абрамовича, но этих людей очень-очень-очень мало. Я понимаю, что помимо того, что они имели вот везде своих либо агентов, либо там напрямую вот этих отставников, как они тогда себя называли, да, в разных структурах и при разных политиках, потенциально там имеющих возможность занять высокие позиции во власти, они также выводили деньги за границу. И вот доклад Марии Салье, депутата Ленинградской области, я не знаю, облсовета, как это называлось тогда. Да, она говорила о том, что благодаря Путину появилась программа «Нефть в обмен на продовольствие», где на самом деле была не только нефть, но и редкоземельные металлы, которые продавались иногда по ценам в 200, а то и даже там в 1000 раз дешевле, чем их была реальная цена на внешнем рынке, и потом продавались за границу через свои компании. И что самое интересное, это продовольствие, которое должны были как бы доставить в Ленинград, в Питер, его так и не доставили. Собственно, из-за чего был этот, ее доклад, и там задавались вопросы, но Путина за это никто не наказал, никто не посадил по какой-то причине. И Мария Певчих об этом тоже не вспоминает почему-то в своем фильме. Но интересно то, что деньги шли за рубеж. Потом, если вы помните, была еще история, по-моему, Bank of America назывался, да, в американском банке. И вот мне кажется, что это как раз были те фонды, которые сотрудники КГБ, ФСБ выводили в том числе там, для подкупа политиков последующих на Западе, для там, подкупа журналистов, лидеров мнений, проведения спецопераций и так далее. Вам так не кажется? Начнем с того, что параллельные, так называемые параллельные структуры, да, то есть существовавшие, как бы за пределом управления государством и, главное, за пределом бюджета государственного, они стали создаваться еще при Андропове. Да? Поэтому идея, что... Извините, я просто перебью. Вот это почему та же, например, журналистка Financial Times, которая вот написала эту книгу «Как люди Путина», она говорит, что сама перестройка была санкционирована КГБ, и они к ней готовились, и когда возникла возможность, они уже захватили центральную власть. Собственно, так и есть. Да? Во многом, подчеркиваю, КГБ инициировало эту перестройку, потому что, как мы уже обсуждали в прошлых передачах, да, с точки зрения госбезопасности, главный враг госбезопасности была Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС. Потому что это была та структура, которая десятками тысяч уничтожала госбезопасность, руководителей госбезопасности. Да. Поэтому госбезопасность была заинтересована прежде всего в том, чтобы отстранить Компартию от власти. А для этого нужно было разрушить Советский Союз. И, собственно, вот это было сделано. Да? Параллельно, естественно, создавались различные структуры, через которые можно было аккумулировать на Западе деньги, не подотчетные бюджету государства Советского Союза и, соответственно, не подотчетные руководству Компартии, а подотчетные, контролируемые госбезопасностью. И вот подчеркиваю, вот это стали делать, начиная как бы со времен Андропова. После 91 года, или там начиная с 91 года, может быть, даже начиная с 90-го года, когда уже стало ясно, что Советский Союз будет как бы разрушен, да, и я могу, например, как
некое доказательство того, что это было ясно, да, напомнить о том, что в 90-м году, еще до августовского путча, было принято постановление Верховного Совета СССР о выходе, о порядке из, выхода из Советского Союза автономных советских социалистических республик. Да? Напомню, что чисто формально советские республики могли выйти из состава Советского Союза. Для этого требовалось решение Верховного Совета Национальной Республики. Там, украинской, белорусской, российской, грузинской, армянской и так далее. Так вот, в 90-м году это право было еще распространено и на автономные советские социалистические республики. Например, на Чечено-Ингушскую АССР, да, и так далее. То есть, ну, никак иначе, кроме как желанием как можно скорее развалить Советский Союз, да, такое постановление, конечно, оправдать нельзя. Да, вот никаких других задач, ни на какие другие задачи это постановление не указывает. Поэтому то, что Советский Союз будет развален, это, по крайней мере, там, с 90-го года, на самом деле, наверное, уже с 89-го года, было понятно, в том числе и в КГБ. И что к этому, да, надо готовиться, и что нужно создавать ресурсы, да, которые в распоряжении госбезопасности будут. А одновременно, там, по крайней мере, с 91-го года, может быть, опять же, чуть раньше, большое количество офицеров госбезопасности, ну, было на самом деле брошено в свободное плавание. Да? Им, собственно, как Путину, да, сказали, времена изменились, находите себе, находите себе нишу, вот даже не работу, а нишу. Да? И вот то, что Путин описывает там, в своих там, интервью и мемуарах, как то, что его там, Собчак позвал на работу, это не Собчак его позвал на работу. Да? Это Путин нашел себе нишу, придумал себе нишу, да, пойти как бы на работу к Собчаку. И как он сам описывает в своих мемуарах, да, он пришел к начальству, да, и предложил им, собственно, да, что вот он устроится на работу у Собчака, да, и будет таким образом контролировать Собчака, который уже к тому времени был, как и Ельцин до августа 91 года, да, Собчак уже к тому времени был одним из главных демократов Советского Союза. Да, вот Ельцин был таким человеком в Москве, а Собчак был таким человеком в Ленинграде. Поэтому как бы работа у Путина была вполне, должность у него была вполне важная, да, контролировать демократа номер 2 в Советском Союзе. Но одновременно с этим, да, поскольку их всех как бы отправили в свободное плавание и разрешили им всем зарабатывать деньги, вот хочу подчеркнуть, ну, не столько для себя лично, да, и, может быть, даже иногда и не для себя лично, сколько система КГБ разрешила им зарабатывать деньги, да, для системы, с пониманием, что вот эти деньги понадобятся, когда придет правильное время, да, когда понадобятся деньги, которые сосредоточены за границей, которые не подчинены, как бы контролируются и не учитываются никакими бюджетами, и которые можно использовать для самых разных оперативных задач. Да. И вот эти многочисленные счета, да, или суммы были аккумулированы многочисленными людьми. И про кого-то мы с тех пор там знаем, да, кто-то стал из спецслужбистов, стал успешным, там, ну не знаю, не хочу сказать даже олигархом, но там, богатым человеком, да, там, не знаю, Александр Лебедев, например, да.
как бы банкир, да, но на самом же деле он из госбезопасности банкир. Да, и таких людей тоже очень много. И Так, все мы они, говорим про конечно, бывшего главу резидентуры КГБ в Лондоне, владельца London Evening Standard и The Independent, правильно? сейчас, да, сейчас Ну, он как он уже лет а, 10 владеет. правильно, но начинал он здесь у То он нас был, в да, университете. резидентом КГБ, главой Начинал, резидентуры. ну да, но образование у него экономическое, начинал как бы как бизнесмен, он начинал как банкир, да. Другое дело, что он сделал состояние как бы на государственных там, ну, на операциях, связанных с перепродажей государственных долгов российского государства и так далее. Да? Опять же, разные люди зарабатывали эти деньги разными способами. Да? Но суть в том, что руководством госбезопасности, да, им как бы было выдано разрешение, да, заниматься коммерческими операциями, каждый кто на что гораст. Да, вот насколько хватит способностей, настолько и занимайся. Но вот Путин, к чему это говорю, что Путин в той же самой деятельности, да, общей гбистской деятельности, занимался вот обменом сырья на продовольствие. Да? И поскольку основная задача заключалась не в том, чтобы привезти продовольствие в Санкт-Петербург, а в том, чтобы аккумулировать деньги, с этой задачей он вполне справился. Не хочу сказать, что это все делалось бескорыстно, конечно же, нет. Время было как бы такое дикого капитализма, да, и понятно, что можно было заработать и сделать большие деньги. И как бы, многие этим пользовались, опять же, в зависимости от ну, планов, намерений, беспринципности или, наоборот, присутствия каких-то принципов. Да? И в этом плане Путин, я уверен, был не самым алчным офицером госбезопасности. По крайней мере, о его личном богатстве в тот период мы особо как бы ничего не слышали. То есть мы знаем там про, не знаю, Банк России, да, который был создан там, его друзьями, партнерами и до сих пор, как говорится, существует. Но не то, что он уже тогда дворцы себе стал строить и на Роллс-Ройсах ездить, да, и виллы за границей покупать, да, потому что он, в общем-то, понимал, что за всеми за ними следят внимательные глаза. Ну, мне же кажется, что он на себя никогда вообще ничего не регистрировал. Мне кажется, что даже первая, по-моему, недвижимость, я помню про испанскую недвижимость, была история про какие-то в Испании русская мафия, и в том числе даже Путин в Торревьехе, по-моему, там возле Торревьехе какой-то комплекс они там покупали и даже в какой-то момент владели. А потом был Биарриц, если вы помните. Там две виллы у дочери и у жены. Я вот была возле них, меня Осечкин прям возил. Мы на территорию не заходили, потому что с нами были французские спецслужбы, и они нам не позволили, конечно, нарушить закон. Вот, но так они выглядят достаточно... Это 90-е, это он, по-моему, все... Ну, конец максимум 90-х, начало 2000-х, мне кажется. Сейчас я посмотрю, проверю себя. Вы знаете, Это все копейки по сравнению с тем, что сколько они выводили, это копейки. Даже виллы в Биаррице это копейки. Дело даже не в том, что это копейки. Дело в том, что все эти люди из госбезопасности, в отличие от новоришей, ставших мультимиллионерами, да, понимали, что нужно вести себя скромно и осторожно, потому что за ними, за всеми смотрят внимательные глаза их же самой госбезопасности. И поэтому они знали, что нарушать вот эти правила игры до тех пор, пока эти правила именно так сформулированы, да, неправильно и не стоит. Я очень хорошо помню, как Березовский, ну, которому я пытался объяснить безуспешно, как мы знаем, что преступление делать Путина президентом, объяснял мне, что Путин не берет взяток,
что он помогал вот Лаговазу в Санкт-Петербурге, да, но абсолютно бескорыстно, никаких взяток ни разу не брал. А что в самом начале этой помощи, да, Лаговаз подарил Путину «Жигули», да, ну, «Ладу», да. И в какой-то момент, когда Березовский с Путиным снова встретились в Санкт-Петербурге, Путин ему сказал: «Борь, слушай, помнишь, ты мне «Жигули» в какой-то момент подарил? Знаешь, я на них как бы ни разу не проехался даже. Вот у меня машина, как ее поставили в гараж, так она там и стоит. Забери-ка ты ее у меня. Ты же знаешь, слухи пойдут всякие. Зачем это тебе нужно? Зачем это мне нужно?» Да? Иными словами, Путин был человеком осторожным, потому что как бы он знал, что выгоднее, да, выгоднее вот не засвечиваться. И в этом плане, как мы знаем, он оказался абсолютно прав. Поскольку мы начали говорить о Путине, или поскольку мы вот этот блок разговора начали с Путина, я, тем не менее, хотел бы обратить внимание на один факт его биографии. В свое время, а именно в 2008 году, если мне не изменяет память, вместе с Владимиром Прибыловским, ну, который, к сожалению, уже умер, мы написали книжку, которая называлась «Корпорация. Россия и КГБ во времена президента Путина». Ну, сейчас последнее издание этой книги уже издано под названием «Россия ФСБ» во времена президента Путина, потому что тогда мы и так решили из осторожности поставить КГБ, а не ФСБ, да, чтобы не дразнить гусей. И в этой книжке есть глава, которая называется «Альтернативная биография». Дело в том, что есть как бы информация, указывающая на то, что реальная биография Путина была несколько иной. Что он родился на год раньше, чем официально указано, что родился он в Грузии, в селе Метехи. Родители его русские, мать Вера Павловна Путина жила до самого недавнего времени, совсем недавно умерла. Я думаю, что в возрасте буквально, наверное, 100 лет, может быть, даже чуть больше. Это к разговору, кстати говоря, к важному разговору про генетику. И к тому, что многие очень часто надеются на то, что Путин человек болезненный и скоро умрет. Вот я бы на это не рассчитывал. Да? А вот дальше, ну, так сложилось, да, судьбы у всех разные. Вера Павловна Путина, отец Путина как бы пропал сразу же, и я так понимаю, может быть, что Путин его даже и не видел ни разу в жизни. Вышла замуж за мужчину, грузина, который к мальчику относился плохо и заставил маму отвезти этого мальчика к бабушке. А уже бабушка отправила его к своим родственникам в Ленинграде, которые стали его официальными родителями. Но из-за того, что мальчик, соответственно, переехал из Грузии в Ленинград, ну и, может быть, даже и русский у него был чуть-чуть слабее из-за этого, ну и вообще как бы много было пертурбаций, да, в жизни. Ему исправили чуть-чуть метрику, да, свидетельство о рождении, чтобы он мог пойти как бы в школу на год, да, как бы раньше, да. Позже, ну, позже получается. Если он родился на год раньше, то на год позже он пошел, чтобы подтянуть, наверное. Чтобы чуть-чуть ему проще было. И действительно, у нас на самом деле нет сведений о Путине до вот его первого класса в школе. После первого класса в школе есть, а вот до школьных, да, лет никакой информации про Путина на самом деле. А в связи с чем такая секретность? Как вы это объясняете?
в связи с тем такая секретность, ну, во-первых, собственно, ну, в этом плане его мамы как бы реально не существовало в его жизни, действительно. Ну, и в Советском Союзе, прямо скажем, когда таким образом дети усыновлялись, наверное, не особо рассказывали про это, в общем, не западный мир, где принято все рассказывать и до, да, наверное, и не принято было в таких случаях рассказывать ребенку, что на самом деле там произошло с его родителями. Ну, исчезли они, не исчезли они. Ну и, соответственно, потом уже эта информация стала как бы не публичной, еще прежде всего потому, что сам Путин стал публичным. Да? Конечно, уже было невыгодно рассказывать о том, что его биография была несколько другой, да, потому что так она была вполне как бы нормальной, да, ленинградский мальчик, да, жил, учился в Ленинграде, да, вот стал президентом. А так эта биография уже становилась несколько более сложной. А с точки зрения госбезопасности, как раз, как мы знаем, ну, это такая классика, да, что дети, ну, дети-сироты, скажем так, они всегда представляют для КГБ такой желательный, да, вариант сотрудника, потому что у таких людей нет лояльности к семье, например, да, а есть лояльность, опять же, к людям, которые о них заботятся и которые берут их на работу. Да, поэтому это скорее плюс, да, для КГБ такого типа человека. Это всегда более предпочтительный вариант, да, чем тот, у которого папа, мама, братья, сестры, которые его опекают, да, и за него беспокоятся. Ну вот, поэтому в биографии Путина еще очень интересно то, что судьба вот этих приемных родителей, вернее, извините, ну, не приемных родителей, а наоборот, судьба людей, которые стали его родителями, там тоже есть много вопросов. Например, есть два интервью Путина, опубликованных. Я их привожу вот в книге «От красного террора к мафиозному государству». Последнее издание этой книги уже называется «От красного террора к террористическому государству», потому что первое издание вышло в 2021 году, а вот последнее, четвертое издание вышло в 2024 году. И название мы чуть-чуть изменили. Я привожу эти интервью в этой книге. Он не помнит, что очень интересно, я считал бы. Даже не то, что он дату смерти родителей не помнит. Но это, может быть, все бывает. Но он не помнит, кто раньше умер. Папа или мама. В одном интервью это папа, а в другом интервью это мама. Да? Что говорит о том, конечно, что он не сильно был обеспокоен судьбой как бы своих родителей. Да? И вообще там много вопросов, например, связанных с датой смерти матери. Сейчас, естественно, там в Википедии и везде так все это проговорено очень четко, есть как бы дата, там место захоронения, но когда мы писали биографию Путина с Прибыловским, это было вовсе не так. Дата смерти матери нигде указана не была. Она была как бы неизвестна. Неизвестна ни для кого, может быть, даже в том числе и для Путина. И есть вопрос, который такой, как я бы считал, из викторины. Да, вот если когда-нибудь мы дойдем до момента, когда будут делать викторину там о Путине или викторину Российской Федерации, то вот вопрос для этой викторины: в каком году умерли родители Путина? И ответ на этот вопрос неожиданный, хотя потом понимаешь уже, что может быть это безусловно и ожидаемо. Умерли они в 99 году. Вот они умерли ровно в тот год,
когда госбезопасность делала из Путина президента Российской Федерации. И я не хочу, конечно, спекулировать сейчас на тему о том, насколько их смерть была естественной или неестественной. Если она была неестественной, кто за этим стоит. Но нужно понимать, да, вот вы спросили, почему эту информацию не обнародовать, да, что когда готовится операция по захвату власти в России госбезопасностью, да, то это очень серьезная операция, в которой вовлечены огромные силы, огромные ресурсы. И эта операция, да, имеет целью захватить главный приз. И этот главный приз – страна Россия. Это очень серьезный приз. И для того, чтобы победить, да, в этой схватке. Там не бывает мелочей, и родители – это мелочь, получается, в такой ситуации. Да. И есть там в этой операции есть люди, отвечающие за разные, да, по линии спецслужб. И да, есть люди, отвечающие за то, чтобы вот с точки зрения избираемости, да, все прошло отлично, да, чтобы не всплыла никакая информация, которая может повредить, например, кандидату. Да. За это наверняка отвечают особые люди, или даже особый отдел, или даже особый департамент. Да. Поэтому у Путина и в биографии, да, очень много темных пятен. И не про все эти темные пятна мы сейчас знаем. Я думаю, что намного больше, чем нам кажется. Кто его в итоге привел-то в администрацию президента? В администрацию, как мы знаем, и я думаю, что эта информация правильная, как мы знаем, со слов Валентина Юмашева, Путина в президентство привел Юмашев. Он об этом говорил совершенно открыто, и это полностью укладывается в то, что Юмашев был в агентуре госбезопасности. И, собственно, вот агент Юмашев, он и притащил Путина в администрацию президента. И в этом смысле, да, именно Юмашев сделал из Путина президента, подчеркнем, по решению, по указанию руководства госбезопасности. Они не рисковали, когда его назначили главой ФСБ, но ведь во многих странах, я думаю, что и в начале 90-х, когда была независимость, независимость, а как более-менее свобода в России, в принципе, человек во главе государства из ФСБ или КГБ, в 91-м, 92-м смотрелось такое предложение немножко странным, вам не кажется? Зачем его сделали главой ФСБ? Это же было немножко некий такой риск. Во-первых, его сделали главой ФСБ позже, да, его сделали главой ФСБ в 98-м году. Да, я об этом именно. Не в 91-м, и в 92-м, в 91-м, в 92-м, может быть, это смотрелось бы не очень хорошо, да, но в 98-м году он стал главой ФСБ. Во-первых, кто-то же должен стоять во главе ФСБ. Это же не то, что в 91-м году распустили госбезопасность. Это уже, к сожалению, не произошло. Да? Поэтому госбезопасность как структура осталась, да? Тоже как обычно, как начиная с 1917 года, да? Снова прошло несколько переименований, многочисленные, да? Были там переименования, переформирования, разделения, объединения. Да? Сейчас госбезопасность, да, там бывшая КГБ, состоит из трех, либо, можно сказать, отдельных служб, или, по крайней мере, автономных служб, да, это ФСБ, СВР и ФСО, Федеральные службы охраны. Раньше это все было объединено в КГБ, да, но в 1998 году, соответственно, Путин стал директором ФСБ. Да? Кого-то нужно было назначить директором ФСБ. Значит, назначили Путина, тем более, что тогда его поддержало то, что стало называться семьей Ельцина. Да?
Путина как руководителя госбезопасности. Хотя я не думаю, что это в 1998 году было так уж принципиально, кто именно станет руководителем госбезопасности. А вот дальше решался вопрос о том, кого делать премьер-министром, потому что после неудавшегося переворота августа 1991 года, после неудавшегося переворота в октябре 1993 года, в марте 1996 года, да, и напомним, после неудавшегося исходно, да, переворота Берии в 1953 году, после смерти Сталина, я думаю, что в госбезопасность как бы поняли и приняли, что власть в Российской Федерации нельзя захватить через переворот. Вот не получается, да? Слишком много было сделано попыток, и все увенчались как бы провалом. А вот попытка Андропова, которая была сделана через каскад назначений, увенчалась успехом, да? Вот его сначала из должности председателя КГБ сделали секретарем ЦК партии, потом генеральным секретарем партии, потом председателем Президиума Верховного Совета, да, и таким образом он стал руководителем государства. То есть это было сделано не через переворот, а через назначение. И вот точно так же было сделано как бы с Путиным, да, вот в какой-то момент, да, видимо, после провала переворота, попытки переворота Коржакова 1996 года, все-таки в КГБ поняли, что нужно притормозить с переворотами и с резкими такими движениями. Потому что про Коржакова нельзя сказать, что это была попытка переворота, да? Тоже была попытка как бы такого... подставить и делегитимизировать президента. Это да, уже было бы достаточно. Сначала ослабить Ельцина, да, потом каким-то образом либо заставить его уйти в отставку, как было сделано 31 декабря 1999 года. Собственно, это то, что было сделано через 3 года, да, просто не Коржаковым, да, а, условно говоря, какими-то вот закулисными, да, людьми, неназванными. Но система же была та же самая, да, Ельцин, допустим, уходит в отставку, преемником становится Сосковец, и через это вот Коржаков, Барсуков, Сосковец, такой триумвират правит Россией. Это все планировалось сделать в 1996 году. Соответственно, через 3 года был найден даже более мягкий вариант, да, что Ельцин уходит в отставку, к этому времени премьер-министром назначается Путин, бывший директор ФСБ, и, собственно, дальше уже президентские выборы – это технический момент, потому что исполняющий обязанности президента в стране Россия, которая, в общем-то, демократии не знает, выборы по существу, как мы знаем, не проводила всерьез никогда, да, там, 1996 года выборы, и то мы знаем, как они организовывались. Уже было понятно, что человек, который стоит на должности исполняющего обязанности президента, его легко провести через выборы, да, тем более, что есть еще какие-то там, опять же, вспомогательные элементы, потому что, подчеркиваю, есть люди, которые отвечают за то, чтобы эти выборы не просто так прошли, а прошли на ура, чтобы Путин не просто победил, а победил в первом туре. И понятно, что кто-то занят там чуть-чуть, да, подправкой, фальсификацией голосов, да, кто-то занят организацией взрыва домов, да, чтобы как бы авторитет у президента повысился, кто-то занят там организацией Второй Чеченской войны, опять же, чтобы была чрезвычайная, тем не менее, ситуация, на всякий случай, а вдруг... Чтобы человек с такой биографией, как у Путина, он и мог в этот момент быть востребованным обществом, да, потому что тут у нас война, тут взрывы домов, и как бы вот мы предлагаем вам решение. Это Владимир Владимирович. Во-первых, это, а во-вторых, как это ни удивительно, а если все равно он не избираем, вот мало ли что. Но он на тот момент был избираем именно потому, что они создали потребность в обществе такую, на безопасность.
Допустим. А если, тем не менее, не избираем, а вот тогда мы снова отменим выборы, как в марте 96 года, со ссылкой на Чеченскую войну. Ну, да, тоже Тогда вариант. это первая Чеченская война, а сейчас это вторая Чеченская А война. кто эти Так что неназванные люди? Извините, вот вы так сказали, интересно, и какие-то неназванные люди тогда решили, что это будет Путин, и, значит, решили сделать Чеченскую войну. Кто эти люди, на ваш взгляд? Я думаю, что эти люди, они конкретные, они называются коллеги ФСБ. У госбезопасности есть такой высший орган. Вот как Политбюро было в ЦК КПСС, да, руководила партия, руководил Политбюро. А госбезопасностью руководит коллегия ФСБ. Это конкретные люди, которые по должности туда входят. Есть по определенное количество. Ну, в какой-то момент, я не знаю, просто я не следил уже сейчас, там, в какой-то момент это было там 18 человек, плюс директор ФСБ, да. Может быть, это так и осталось сейчас на уровне вот этих 18-19 человек. Может быть, и там, коллеги ФСБ расширили несколько, все могло быть. Вот, но это коллеги ФСБ с конкретными людьми. Я думаю, что это те люди, которые определяют такие, скажем так, принимают такие политические решения. Мы о деятельности этой структуры практически ничего не знаем. То есть мы вот знаем сейчас уже, что Путин время от времени перед ними выступает с речами. Это мы знаем. И даже нам иногда чуть-чуть, там, по несколько абзацев высвобождают, что вот Путин сказал в очередной раз на коллегии ФСБ. Но какие этот орган принимает постановления, например, мы не знаем. То есть никаких документов, исходящих от коллегии ФСБ, в нашем распоряжении нет. У нас есть документы как бы исторического характера, относящиеся к советскому периоду, потому что в Прибалтике были, скажем так, при захвате архивов КГБ были найдены некоторые документы, относящиеся к деятельности коллегии ФСБ. Да? Поэтому мы знаем, что эта организация еще и выдает какие-то внутренние программные документы. Но в отличие от Политбюро, которое время от времени публиковало какие-то там постановления, заявления, коллеги ФСБ о себе не торопятся рассказывать, к сожалению. Да? Поэтому мы о них ничего не знаем. Собственно, поэтому Патрушев, да, был так, сразу же менял версию Рушайла, да, о том, что это был реальный гексоген, и он быстро сказал, что нет, это был сахар, это были учения, потому что вы думаете, что коллегия, собственно, и запланировала эти инциденты и взрывы домов для того, чтобы вызвать потребность в сильной руке и привести Путина к власти? Ну, я думаю, что эти решения, да, принимались на уровне коллегии ФСБ. Кстати говоря, вот Белтон, который вы упоминали в интервью Олеси Бацман, рассказала недавно совсем, да, что один из ее источников рассказал ей, что в его присутствии Патрушев сказал, что взрывы домов организовывал он. Типа признался, что взрывы домов организовывал он. Не то, что у меня были когда-то сомнения на эту тему, ну, после написания нами с Литвиненко книжки, но тем не менее это довольно важная информация, да, потому что эта информация как бы получена из совсем другого источника, да, с другой стороны. Напомню зрителям, что Кэтрин Белтон – это журналист тогда Financial Times, а сейчас она, по-моему, в Вашингтон Посте, да, по-моему, она сейчас на американской СМИ работает. Хорошо. А вот такой вопрос меня уже, конечно, как украинку очень сильно... Я понимаю, что у нас еще есть несколько сроков Путина, и мы можем еще достаточно долго обсуждать другие их вещи, но нам опять-таки нужно заканчивать, и я, конечно, наверное, от лица всех украинцев задам этот вопрос. А насколько сейчас у путинского режима есть вот предпосылки, как тогда были в Советском Союзе, что система рухнет, да, или там что распадется, ну или там прекратит. Ну, кстати, война же тоже повлияла негативно тогда на Советский Союз в Афганистане, как и низкие цены на нефть.
Понимаете, в чем проблема? Советский Союз распался, потому что против него играла госбезопасность. И эту схватку с госбезопасностью Советский Союз не выдержал, да, и выдержать не мог, потому что противник был очень серьезный. Так вот сейчас вот этот вот противник, который разрушил успешно Советский Союз, ну, собственно, добился того, ради чего он разрушал Советский Союз, да, для того, чтобы захватить власть в России, управлять Россией без политического контроля Компартии, потому что КГБ как бы всегда была сильной организацией, мощной организацией, но существовала под политическим контролем Компартии, да, а идея была в том, чтобы избавиться от этого политического контроля. И вот сейчас они от этого политического контроля избавились. С точки зрения госбезопасности, причина, по которой они, собственно, хотели избавиться от политического контроля, ну, заключалась как бы, не была, может быть, самоцелью, да, то есть в результате, как всегда, наверное, это оказалось самоцелью, но как бы оправданием этого решения, этого желания, да, разрушить Советский Союз было то, что с точки зрения госбезопасности Компартия, ну, потеряла хватку. Да, вот на уровне там 1917-18 годов это была Компартия, которая ставила перед собой захват всего мира, да, организацию мировой революции, да, то есть вот реально боевая коммунистическая партия. А после 1945 года, да, а уж особенно после смерти Сталина, да еще на фоне вот ядерного оружия, которое было создано, да, и явилось сдерживающей силой, да, и для Соединенных Штатов, и для Советского Союза, получилось, что Компартия уже потеряла хватку и потеряла возможность, упустила возможность захватить мир. Вот упустила, да. И как бы идеологическим оправданием разрушения Советского Союза как раз и явилось то, что советское руководство, ну, не в состоянии организовать победу Советского Союза над мировым капитализмом. Да? Ну, тогда это все было в рамках идеологической. Там вот победу коммунистического Ну, в общем, Советского Союза. идеология и нарратив износился, так сказать. Уже не оставалось идеологии, за которую там можно было цепляться и быть привлекательным. Ну, дело даже не в этом, а в том, что Советский Союз ну, Ну, потерял. или надо было расстреливать, расстреливать они не хотели, вы же сами об этом сказали. То есть тут как бы... Он уже потерял как бы возможность, да, потерял энергии, не хватало уже, да, обеспечить ту изначальную как бы победу, да, и обеспечить господство в мире, да. А вот Путину сейчас, да, кажется, что у него эта возможность вот теперь уже снова есть. Да? Вот до 2000 года они там отстраивали там, захват власти, да, захватили эту власть. Вот сейчас они там до 2007 года они там становились на ноги, да, консолидировали эту власть. А вот с 2008 года они уже постепенно приступили к захватам. Да, там сначала Грузия, потом Крым, потом вот уже остальная Украина. Да. Поэтому с их точки зрения они, собственно, сейчас вот и приступили уже к реализации, ну, скажем так, в 2022 году, они уже приступили к реализации как бы глобальной программы по захвату мира. Но с этой точки зрения они, конечно же, вот вступили в свой последний и решительный бой, да, как в Интернационале было записано. Да, это есть наш последний и решительный бой. Вот этот последний решительный бой они начали 24 февраля 2022 года. Что означает, поскольку он последний, что они в этом бою могут либо победить, либо проиграть. Вот это им самим, я думаю, очень хорошо понятно. Да, естественно, их задача победить в этом бою.
Ну, как бы наша задача сделать так, чтобы они проиграли и как можно скорее, и максимально, ну, с минимальными как бы жертвами для нас. Минимальные уже не получается, потому что уже эти жертвы не минимальными. Но, по крайней мере, с как можно уже меньшим, да, количеством жертв для нас. Да? Поэтому я очень скептически отношусь к надеждам на то, что, допустим, эта война там сама остановится, сама как-то там умрет, рассосется, что эта война будет закончена через переговоры. Вот я в это ни во что не верю. Как историк подчеркиваю, да, может быть, там с точки зрения военных это там ровно то, что должно произойти. Или, может быть, с точки зрения экономической, тоже понятно может быть, что Российская Федерация не сможет вести эту войну долго. Я не знаю, я не экономист, да, и я не военный эксперт. То есть какие-то моменты мне тут неизвестны, да, и непонятны. Но рассуждая как историк, знающий вот историю вот всего этого периода с 1917 по сегодняшний день, я, конечно, убежден, что ну, у нас больше шансов, к сожалению, на открытое столкновение с Российской Федерацией. У нас это, я имею в виду, там, у Запада, у свободного мира, у Европы, прежде всего, да, чем на то, что это как-то, что эта проблема сама рассосется. На самом деле это была ровно та причина, по которой я там с первого дня войны, на самом деле еще с 2014 года, да, с марта 2014 года. Вот у меня первая публикация под названием «Третья мировая» вышла там, буквально там, через 2-3 дня после аннексии, после захвата России Крыма. Да? Поскольку мне как бы уже тогда показалось, что это начало глобальной программы по захвату мира Российской Федерации. Я думаю, что это то, как это до сих пор остается, да, что это вот программа реализуемая, но только теперь она реализуется не в формате задуманного блицкрига, потому что уже теперь понятно, что блицкриг не получился, а в формате перманентной войны. Да, то есть вот Россия сейчас перестроилась на формат перманентной войны, то есть вошла в то состояние, когда, скажем так, если ничего не меняется, то она может эту войну вести вечно. Да, для того, чтобы что-то изменилось, но я об этом, опять же, неоднократно говорил, для того, чтобы что-то изменилось, союзники Украины должны снять все ограничения с украинских ВСУ, там типа не наносить удары по, да, дать Украине необходимое оружие, и, собственно, тогда, наоборот, как бы у Украины будет возможность выиграть эту войну быстро. Собственно, так было, я об этом говорю, начиная там, с 20, если не 24 февраля, то с 25 февраля, да, 22 года. Но, к сожалению, это до сих пор не сделано, хотя вот прошло уже 2 с лишним года, и Запад уже, как мне кажется, начинает понимать, что закончить эту войну, ну, как сказать, в ничью не получится, да, что закончить ее можно только через победу Украины. И предотвратить эскалацию этой войны можно только через победу Украины, да, потому что, условно говоря, там, сдача Украины или захват Украины ведет лишь к эскалации дальнейшей и к расширению агрессии, да, это то, о чем говорит и Ходорковский, и многие мои знакомые, даже военные эксперты, что если бы они захватили Украину, они бы пошли дальше на Европу, только с гораздо большими силами уже. Ну, как Гитлер, помните, когда Гитлер захватывал, и уже у него в армии появлялись венгерские отряды, румынские отряды, там, итальянские отряды и так далее. Это ровно то, да, Словакия, кстати говоря, тоже участвовала, да, сразу после захвата Чехословакии, как бы Чехия была там, ну, как бы оккупирована, да, а Словакия стала как бы союзником.
Поэтому это, кстати говоря, та причина, по которой, ну, у России немножко другая методика, но это та причина, по которой Россия торопится каждый раз аннексировать Так а что ж территории. другая Ведь методика, подождите. Вот первого, кого они начали мобилизовывать, это были с 20-х чисел, даже до 20-х чисел февраля 22 года, это были ЛДНРовцы, жители Луганской и Донецкой народных республик, так называемых. абсолютно правда. Другая методика относится к тому, что Россия это делает через аннексию. То есть Россия сначала Да, аннексирует, а потом добавляет себе в армию вот этого бесплатного и пушечного мяса. совершенно верно. И в Крыму, если вы помните, вот кадры показывали, да, мобилизации в Крыму. Да, сначала аннексируется территория, а затем люди из аннексированных этих территорий, да, призываются в армию. И это вот, собственно, в этом и была идея. Вообще идея заключалась в том, хотя, наверное, доказать это трудно, но я думаю, что это очевидно. Идея заключалась в том, что Россия, которая к моменту вторжения в Украину 24 февраля, 22 года уже захватила Беларусь, идея заключалась в том, что Россия захватывает Украину очень быстро, да, мобилизует, соответственно, в российскую армию украинцев в дополнение к белорусам, и вот уже вот этой объединенной громадой двигается в Восточную Европу. И в этом был план. И этот план был разрушен Украиной, да, 25 февраля 22 года. И позже, да, когда Украина отказалась капитулировать и начала сопротивляться. Да. Поэтому сейчас этот план другой. Сейчас вот Шойгу, там, никчемного заменили экономистом, хозяйственником, да, который будет как бы поднимать военно-промышленный комплекс. А вы знаете, да, что Шойгу назначили ответственным за военно-промышленный комплекс? Человек, который Да. Армату никто не видел на фронте, а который он в танковых биатлонах там показывал. Ну да, но это как бы такое назначение карикатурное, да, а Белоусов при этом он человек, профессионал, как говорится, своего дела серьезный, и Путин надеется, что он наладит поставки вооружений, да, в армию. Ну уж дальше там Генштаб будет, допустим, воевать. Поэтому они понимают, что воевать им придется долго. Вот это они понимают, но они к этому готовы, людей им не жалко. Это как бы человеческие потери, это не фактор. Это, кстати говоря, одна из ошибок, допущенных, ну, скажем так, и западными там, политиками, и специалистами, и экспертами, и, может быть, даже украинскими, в том смысле, что все рассчитывали все-таки, что большие потери приведут к, ну, скажем так, коррекции внешнеполитических задач российского государства. Это оказалось не так. А что, в общем-то, опять же, с исторической точки зрения следовало ожидать. Да, потому что, конечно, потери в нынешней украинской войне колоссальные для России, и они самые крупные после Второй мировой войны, но, тем не менее, они несравнимо более низкие, чем во Вторую мировую войну. Да? А как мы Мне знаем... кажется, они даже за Финляндию больше положили в итоге. Когда война в Финляндии, вот это перед начало Второй мировой. Ну, зимняя война 40-го года, да, 39-40-го года. Ну, это зависит от того, сколько, как мы сейчас считаем, российские потери, да, про которые мы не все знаем, но нет, все-таки они меньше положили. В Финляндии, по-моему, там потери были на уровне там, 100 тысяч, кажется. Кто нам говорит? В Финляндии была советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести 127 человек, 246 тысяч человек были ранены, контужены. 127 тысяч и 246. Да, сейчас, наверное, даже больше. 100 тысяч, я просто точно не помню. Вот. Но, тем не менее, да, все равно потери в этой войне, безусловно, существенные, но с поправкой на то, что Советский Союз потерял во Второй мировой войне там, миллионов минимум 20, а там, скорее всего 26, согласитесь, это потери несравнимо меньше. Да?
Да. Так что потери это не фактор. Недовольство населения, как мы видим, ну, не проявляется. Ну, По крайней купируется мере. всякими методами, там до каких-то других методов. Ну, безусловно, купируется, но главный инструмент борьбы с недовольством это открытые границы. Понимаете, что, конечно же, позволяет выпустить пар из котла, и при том, что да, государство лишается какого-то количества призывников из-за этого, да, и какого-то количества из-за этого, которые могли бы работать на войну. Но тем не менее, это цена за тишину. Это цена за то, что на самом деле мы не слышим реально как бы консолидированный и многочисленный, принимающий серьезный как бы критический уровень угрозы для режима оппозиции, да, потому что вся эта оппозиция уходит в целом, да, уходит за границу. И остаются какие-то единицы, скажем так, которые реально не представляют для государства угрозу. Тем более, что государство, в общем-то, легко с этими безоружными людьми расправляет. Да, легко их убивает или убирает в тюрьмы. Спасибо большое, Юрий Георгиевич. Напоминаю, что это был Юрий Георгиевич Фельштинский, доктор исторических наук, доктор философии по истории. Послушайте, если вы еще не слышали предыдущие наши 3 эфира об истории КГБ, НКВД. Также Юрий Георгиевич, автор книг «ФСБ взрывают Россию» вместе с Александром Литвиненко и «От красного террора к мафиозному государству», а сейчас к террористическому государству книга называется. Спасибо вам большое, Юрий Георгиевич. Я думаю, что продолжим уже позже, наверное, не на ближайшие недели, поговорим уже про вот совсем современность. Да? Хорошо. Да. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.